Представьте себе место, где законы природы, кажется, отступают перед воображением. Среди выжженных солнцем холмов юго-западной Турции внезапно возникает нечто невозможное. Ослепительно белая гора, напоминающая то ли гигантский замок из хлопка, то ли застывшее море облаков. Это Памуккале. В переводе с турецкого «хлопковый замок». С первых секунд этот пейзаж сбивает с толку. Зритель ожидает почувствовать холод льда, но вместо этого его встречает теплое дыхание земли и мягкий плеск минеральной воды. Это не снег и не соль, это живой камень, который создавался тысячи лет буквально из ничего, из капель воды, несущих в себе скрытую силу недр. Памуккале — это не просто геологический объект. Это место, где время застыло в слоях травертина, а история человечества переплелась с историей планеты. Мы начинаем наше путешествие по белоснежным террасам, чтобы понять, как возникло это чудо и почему на протяжении 2000 тысячелетий люди стремились сюда, веря в исцеление и бессмертие. Чтобы понять красоту Памуккале, нужно заглянуть под землю. Глубоко в недрах Ликусской долины скрыты разломы земной коры. Здесь вода, нагретая внутренним жаром планеты, вступает в сложную химическую реакцию. Под огромным давлением она насыщается карбонатом кальция и углекислым газом. Когда эта горячая смесь, настоящий природный рассол, вырывается на поверхность, происходит чудо. Углекислый газ улетучивается, а растворенный кальций выпадает в осадок. Миллиарды микроскопических кристаллов оседают на склонах, слой за слоем формируя то, что мы называем травертином. Это интересно. Процесс не прекращается ни на секунду. Каждая капля воды, стекающая сегодня по террасам, вносит свой вклад в архитектуру будущего. Природа здесь выступает в роли искусного скульптора. Вода сама выбирает русло, создавая причудливые чаши-бассейны, сталактиты и застывшие водопады. Цвет воды в террасах меняется от нежно-голубого до глубокого лазурного, в зависимости от угла солнечных лучей и глубины чаши. Это торжество чистой химии и физики, превращенное в высшее искусство.
Но Памуккалеш — это не только природный феномен. Прямо над белоснежными террасами раскинулись руины одного из самых величественных городов античности — Иераполиса, священного города. Основанный во II веке до нашей эры династией Атталидов, правителей Пергама, он стал уникальным симбиозом курорта и духовного центра. Древние греки и римляне не меньше нашего ценили красоту и здоровье. Они верили, что эти воды — дар богов. Иераполис строился как место исцеления. Здесь возводились грандиозные термы, гимнасии и храмы. Город процветал, принимая тысячи паломников со всей Римской империи, жаждущих избавиться от недугов. Прогуливаясь сегодня по его главной улице, мощенной массивными плитами, можно почти услышать гул рыночной площади и скрип колесниц. Иераполис пережил множество землетрясений, восставал из пепла, менял облик от языческого полиса до византийского центра христианства, но его сердце, горячие источники, оставалось неизменным. Жемчужина Иераполиса — его античный театр. Это одно из самых сохранившихся сооружений подобного типа в Турции. Построенный во времена императоров Адриана и Септимия Севера, он вмещал до 12 тысяч зрителей. Взгляните на его фасад. Он украшен искусными барельефами, изображающими сцены из жизни Аполлона и Диониса. Здесь, на этих трибунах, люди сидели столетиями, наблюдая за комедиями, трагедиями и, конечно, гладиаторскими боями. Акустика здесь до сих пор идеальна. Шепот, произнесенный на арене, отчетливо слышен на самых верхних рядах. С верхних ступеней театра открывается вид, от которого захватывает дух. Древние колонны на фоне бесконечных белых террас и долины, уходящей за горизонт. Это место напоминает нам о том, что величие империи приходящее, но красота, созданная в гармонии с природой, живет вечно. Среди руин Иераполиса есть место, окутанное особым ореолом романтики. Это античный бассейн, более известный как бассейн Клеопатры. Легенда гласит, что египетская царица сама принимала здесь ванны, чтобы сохранить свою легендарную красоту. Хотя историки спорят о подлинности этого визита, вода в бассейне действительно обладает уникальными свойствами. Вода здесь минеральная, термальная,
и газированная. Когда вы входите в нее, тысячи мелких пузырьков обволакивают кожу, создавая ощущение купания в шампанском. Температура воды круглый год держится на отметке около 36 градусов Цельсия. Самое удивительное – это дно бассейна. Оно устлано подлинными античными колоннами и мраморными фрагментами портиков, которые обрушились сюда во время землетрясения в VII веке. Плавать среди 2000-летних артефактов в живительной теплой воде – это опыт, который стирает границы между прошлым и настоящим. Иераполис был городом жизни и исцеления, но, по иронии судьбы, он стал и одним из крупнейших мест упокоения в древнем мире. Некрополь Иераполиса растянулся более чем на 2 километра за пределами городских стен. Почему здесь так много гробниц? Ответ прост и печален. Многие люди со всей империи приезжали сюда лечиться в надежде на чудо, но для некоторых чудо так и не наступало. Другие же, исцелившись, оставались здесь до конца своих дней, желая быть похороненными в священной земле. Здесь представлены практически все типы античных захоронений, от скромных саркофагов до монументальных семейных склепов и курганов-тумулусов. Это молчаливое напоминание о бренности бытия, контрастирующее с ярким белым цветом травертинов и вечно живой водой. Каждая плита, каждая надпись — это история жизни, надежды и веры в бессмертие души. Памуккале хранит в себе и важные страницы религиозной истории. Именно здесь, в Иераполисе, принял мученическую смерть один из 12 апостолов Иисуса Христа, святой Филипп. На холме над городом возвышается 8-угольное здание – мартирий. Это было место паломничества ранних христиан. Архитектура мартирия уникальна. Его форма символизирует небесную гармонию. Недавние археологические раскопки подтвердили местонахождение гробницы апостола, что сделало Памуккале объектом мирового значения не только для туристов, но и для верующих. Иераполис был оплотом веры в эпоху перемен, когда старые боги Олимпа уступали место новой
религии. Если вы хотите увидеть Памуккале во всем его великолепии, дождитесь заката. Когда солнце начинает клониться к горизонту, белоснежные террасы преображаются. Белый цвет исчезает, уступая место палитре розового, оранжевого и глубокого пурпура. В эти минуты вода в бассейнах превращается в зеркала, отражающие небо. Тени от руин Иераполиса удлиняются, и весь пейзаж наполняется мистической энергией. Это время тишины, когда суета дневных экскурсий стихает, и можно остаться наедине с этой древней красотой. В такие моменты понимаешь, почему древние называли это место порталом в мир богов. К сожалению, такая красота уязвима. В 20 веке Памуккале едва не погибла под натиском массового туризма. Прямо на травертинах строились отели, сточные воды разрушали хрупкий известняк, а тысячи людей в обуви стирали белоснежный покров, превращая его в серую пыль. В 1988 году Памуккале и Иераполис были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это стало началом спасения. Отели были снесены, доступ транспорта ограничен, а ходить по многим террасам теперь можно только босиком, чтобы не повредить молодую породу. Сегодня ученые и экологи ведут тонкую работу. Вода подается на склоны по строгому графику, чтобы травертины успевали отдыхать и сохранять свой ослепительный цвет. Это вечная борьба между желанием показать чудо всему миру и необходимостью сохранить его для будущих поколений. Завершая наше путешествие, мы понимаем, что Памуккале — это не просто достопримечательность из путеводителя. Это живой организм. Он дышит паром горячих источников
Он растет с каждой новой каплей кальциевой воды. Он помнит шаги римских легионеров и византийских монахов. Это место учит нас терпению, ведь природа создавала эти террасы веками. Оно учит нас смирению перед силой стихий и напоминает о том, как важно беречь то, что невозможно воссоздать руками человека. Хлопковый замок остается стоять на своем месте, ослепляя белизной под солнцем Анатолии. И пока из глубин земли бьют горячие ключи, эта история будет продолжаться, слой за слоем, век за веком.